han nacido hace poquito y están gozando de éxito en toda Europa. Aunque no lo parezca, se llaman Vaya con Dios. Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Vaya con Dios. Иди себе с Богом. Так переводится с испанского название этой бельгийской группы. И в этот благословенный высшими силами поход отправилась в середине 80-х женщина фантастического темперамента и обаяния, колоритная вокалистка Дани Клейн. Хотя путешествие завершилось довольно быстро и с точки зрения международного признания оказалось не самым успешным, Дани Клейн со своей командой вписала несколько незабываемых строк в историю европейского поп-рока на рубеже 80-х и 90-х. Перед европейскими меломанами Дани Клейн предстала уже зрелой артисткой. К моменту создания группы Дани отметила уже 32-й день рождения, а родилась она 31 декабря 1953 года во Фландрии. Это в той части Бельгии, где традиционно говорили на немецком языке. Ее настоящее имя Даниэла Сховардс. Сейчас трудно поверить, но в середине 70-х она перебивалась, озвучивая рекламные ролики и была на подпевках в разных местных группах. Настоящая профессиональная работа началась уже в 80-е. Дани работала бэк-вокалисткой в команде Catalog of Cool, а с 84 года пела сольные партии в популярной бельгийской группе Arbeid Adelt. Вместе с ней в коллективе играл гитарист Вилли Ламбект. И в 1985 году Клейн и Ламбект решили отколоться от группы и собрать новый коллектив. К ним охотно присоединился оставшийся тогда без работы бывший бас-гитарист группы The Wild Ones Дирк Шаупс. И однажды Дани смотрела по ТВ репортаж о кубинских кварталах в Майами, увидела на стене надпись «Vaya con Dios» и решила, что это неплохое название для группы. Музыканты не скрывали симпатии к испанским ритмам и мелодике, поэтому в руках у Дирка Шаупса чаще оказывался акустический, а не электрический бас. Впервые перед публикой эта троица выступила по приглашению друзей на открытии нового магазина в конце 1985 года. Приняв после этого свои ряды барабанщика Филиппа Алерта, в 1986-м группа занялась подготовкой дебюта. Первым увидел свет сингл «Just a Friend of Mine», задавший магистральное направление всей будущей карьеры группы. Ко всеобщему удивлению, этот сингл приобрел огромную популярность не только в Бельгии, но и по всей Европе. Только во Франции его тираж превысил 300 тысяч экземпляров. Однако гитаристу Вилли Ламбекту этот успех не казался таким уж заманчивым. Больше всего на свете он любил рок-н-ролл, а в музыке Vaya con Dios, по его мнению, рок-н-ролла как раз и не хватало. Он вернулся к своим старым друзьям в группу Скапс, а Дани Клейн и компании пришлось искать ему замену. Готовившийся в это время дебютный альбом они записали с приглашенными музыкантами, а наводить мосты с публикой им пришлось самостоятельно во время концертных поездок по западноевропейским мегаполисам. Над вторым альбомом ребята работали в общей сложности 3 года. Лонгплей вышел в 90-м году в сопровождении жизнерадостной композиции
Над бельгийской командой нависла серьезная угроза международной популярности. Устоять перед этим букетом из испанского фламенко, цыганской музыки, французского шансона и европейского данс-попа было практически невозможно. Обаятельная, самоуверенная Дэнни Клейн завораживала слушателей глубоким, сильным, сочным голосом. Интересно, что клип на песню был снят непрерывной камерой, то есть без монтажа и с большим налетом ретро. Элегантное черное платье певицы и модная в начале 60-х гуля на голове сразу воскрешали в памяти героиню Одри Хепберн из знаменитого фильма «Завтрак у Тиффани». Что касается содержания песни, то оно представляло собой призыв к подругам собраться на девичник и от души оттянуться, напевая ту самую Именно Вая кон Диас явили миру органичную смесь французского шансона, блюза, испанской цыганщины, джайва и свинга, которую потом десятилетиями нещадно эксплуатировали наши отечественные звезды типа «Бригады С», «Браво» и целой кучи исполнителей с «Фабрики звезд». А «Браво» вообще надо затевать отдельное отступление. Ершистая и противоречивая Жанна Агузарова еще была оригинальна, но с приходом Сюткина противоречия исчезли, и группа выбрала главным ориентиром именно манеру Вая кон Диас, и до того обнаглела, что буквально перепела заглавный хит второй пластинки, назвав свою песню «Московский бит». На часах 20:00 я иду. Чуть позже запрещенные барабанщики свистнут у них еще одну песню с их первого альбома и сделают из нее свой единственный хит «Убили негра». А после уже все начнут красть у них все, что попадется под руку. Саунд, прозрачное звучание гитары, аранжировки духовых, но на это уже никто не обратит внимания. Вая кон Диас к тому времени были давно забыты. Ай-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили. Яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки за... Однако самый большой коммерческий успех снискал второй сингл с альбома «What's a Woman?». Эта соул-баллада повествовала об извечных проблемах в отношениях между женщинами и мужчинами. Успех всегда достается дорогой ценой. Заплатила ее и фронтвумен Вая кон Диас. Пока миллионы поклонников без сопротивления подчинялись ее харизме, личная жизнь певицы дала трещину. Ее роман с басистом Дирком Шаусом подошел к логической развязке. Они расстались, а группе пришлось искать нового бас-гитариста. Судьба Шауса вообще сложилась трагически. Его увлечение наркотиками зашло слишком далеко, и уже через несколько лет его не стало. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Таким образом, Дэнни Клейн осталась единственной из 3 участников оригинального состава. Сдаваться она пока не собиралась.
Но расставание с Шаусом, образ жизни которого не внушал оптимизма, она переживала тяжело. Это отразилось и в атмосфере третьего альбома. По контрасту с жизнеутверждающими песнями, представленными на предыдущем альбоме, новые композиции были наполнены искренней грустью и меланхолией. От окончательного погружения в безнадежный мрак их спасали энергичные латинские ритмы. Да и сама Дани Клейн была личностью скорее оптимистичного склада. В треках, которые фронтвумен продюсировала самостоятельно, она опробовала новое для себя амплуа страдающей роковой женщины. И несмотря на первоклассное качество материала и довольно активную ротацию сингла в эфире MTV, альбом не произвел того эффекта, которого ожидала выпускающая компания. Дани Клейн больше нравилась поклонникам в карнавальном образе заводной поп-дивы. Скромный успех третьего альбома и постоянная текучка кадров, конечно, не отменяли прошлых заслуг команды. Поклонников у бельгийцев хватало, так что мировое турне 93-го года проходило с неизменным успехом. Отдохнув и произведя еще ряд перестановок, в 1995 году Vaya con Dios представили четвертый альбом. Меняться и осваивать новые территории было в духе Дани Клейн, поэтому новый материал отразил ее увлечение этническими мотивами, арабской и индийской музыкой, а с другой стороны исконным американским ритм-блюзом. Даже записывался этот альбом в легендарной студии Muscle Souls в Алабаме, где обычно работают Этта Джеймс и Аретта Франклин. Духовая секция, аккомпанировавшая группе в студии, сопровождала Vaya con Dios и в новом европейском туре 96 года, а на сцену вместе с музыкантами выходил уже 19-летний сын Дани Клейн, клавишник Симон Сховардс. За 10 лет своего существования Vaya con Dios распродали 7 миллионов дисков во всем мире, пропустили через свои ряды десятки музыкантов, а их приветствовали сотни тысяч поклонников. Казалось, самое время наслаждаться успехом и строить новые планы. Но Дани Клейн чувствовала скорее усталость и опустошенность, чем удовлетворение и радость. В одном из интервью 96 года она объявила о решении уйти со сцены, чтобы путешествовать и жить нормальной жизнью. Только через несколько лет она смогла откровенно рассказать о причинах распуска группы. В последнее время работа не доставляла мне никакого удовольствия. Vaya con Dios напоминали заводной автомат. Музыканты приходили и уходили. Между нами не было никакого душевного контакта. Я даже не знаю, нравилась ли им музыка, которую они играли. С другой стороны, я жила под постоянным прессингом. С каждым новым альбомом связывались слишком большие ожидания. Но удержаться вдали от шоу-бизнеса Клейн удалось недолго. Уже в 1999 году она вернулась на сцену в качестве лид-вокалистки группы Purple Prose, приняв приглашение ее близкого друга, одного из участников группы. Несмотря на смену названия и вроде бы как альтернативность группе Vaya con Dios, лирическое и музыкальное содержание осталось тем же. Разве что их пластинка стала своеобразным лингвистическим экспериментом, ибо для нее были написаны песни на 4 языках. Позднее Дани назовет свое участие в этой группе авантюрой, а саму группу однодневкой. To be ashamed, your heart was sold, dirty gold, in a cold wet cave of hate. Вскоре выяснится, что старые песни по-прежнему востребованы.
И в 2004-м Дани соберет группу Vaya con Dios и вернется в большой шоу-бизнес с новым альбомом. Многие действительно расценят его как обещание, что еще не все потеряно, что есть еще порох в пороховницах. Но по большому счету и этот альбом тоже не заметили. Горький, пропитанный мечтательной средиземноморской грустью, он скорее похож на творчество Цесарии Воры, чем прежних Vaya con Dios. Discussing from the morning till the evening leads you slowly to abuse. Some words are meant to hurt and cut you deeper than will ever cut the truth. В ноябре 2006 года группа выпустила сборник. Это CD и DVD акустического концерта в Бельгии. А в октябре 9-го вышел новый альбом, все песни которого были на французском языке. В 13-м Дани Клейн начала прощальный тур. Последний концерт состоялся 25 октября 2014 года в Брюсселе, но спустя 8 лет, в 2002 году, группа вернулась с новым альбомом. А чуть позже, в марте 23-го, Дани рассказала в интервью греческому музыкальному сайту, что она записала последний на данное время альбом Vaya con Dios с оригинальными песнями в стиле и атмосфере группы. Даже сегодня поражаешься, насколько удивительным был второй альбом группы. Невероятно цельный, качественный, совершенно живой, несмотря на прошедшие годы. И там каждая песня могла бы стать хитом. Но кичливая Америка и горделивая Британия предпочли не заметить маленькую бельгийку. Да и для России Vaya con Dios так и остались группой одного хита. Недостаточно джазовая, недостаточно рок-н-ролльная, не причастная ни к шансону, ни к новой волне, она всегда была где-то между. У нее было собственное лицо, был стиль, но никогда не было однообразия. В них была душа, живой пульсирующий нерв. Многих это раздражало. В попсе вообще приветствуется гламурная пустота воздушного шарика. Светский скандал, красивая поза, а отнюдь не музыка. В итоге настоящая слава группы, настоящий блеск, настоящие высоты остались позади, недооцененные и забытые, чего бесконечно жаль. Herzlichen Dank, Vaya